Сегодня мы приехали в город Гвардейск, чтобы рассказать одну очень важную историю. Смотрите это видео до конца, чтобы узнать, как женщина, одна с двумя детьми, чей отец находится в зоне СВО, борется с бюрократическим безразличием. У меня текло с потолка, у меня проржавели стояковые трубы отопления. Мы живем, как бичи, мы живем в одной комнате. По телевизору Владимир Владимирович, наш президент, говорил такие хорошие слова. Было сказано и забыто. Но соседям почему-то не нужно ничего. Они засняли 100 тысяч, непонятно за что. И все, и, как говорится, умыли руки. Они не боятся никого, то есть они себя ведут, что они хозяева. Собирайте документы, решайте вопросы, вам будет страховка. Давайте немножко пройдемся по квартире, посмотрим, да, в каком состоянии вообще. У вас сколькикомнатная квартира? У нас трехкомнатная квартира, мы здесь живем втроем. У меня имеется 2 школьных стола, да, где дети должны делать уроки. Да, а где? А столы нету. У нас вот мы купили вешалку, потому что мы не можем купить ни шкаф, ни нормальный диван не можем взять. Мы купили вешалку, чтобы хотя бы у нас не в коробках вещи лежали. То есть, ну а куда вешать? Вот у нас здесь получается типа мини-магазинчика с приспальным местом. Это получается 3 года, да, вот в таком состоянии? 3-й год, да, мы живем вот в таком состоянии. Везде у нас по телевизору говорят, что семьям СВО помогают. Каким образом вам помогает государство, может быть, администрация, какая-то помощь есть? По телевизору Владимир Владимирович, наш президент, говорил такие хорошие слова. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Когда я обратилась в соцзащиту, мне сказали, помощь может быть только для детей та, что малой может ездить в лагерь в пионерский летом. Ну и вот ребенку в прошлом году сделали скидку на обучение, там что-то, то ли в пределах 3000 в год. А за учебу в год в целом вы платите? Около 70. У вас 2 детей, да? Вот старшая дочь, которая учится в колледже, а младший ребенок, сколько ему лет? Младший у меня сын, Марк, ему 12 лет. В этом году нам сказали предоставить документы. Но вот еще одна помощь, как говорится нам, это вот бесплатное питание. Вся помощь от государства. Что конкретно в дорогах вас здесь не устраивает? Когда мы заехали в 22 году, сюда дороги были не такие. Сейчас дороги у нас, вы как сами можете лицезреть, ужасные. В ноябре месяце прошлого года у меня было заявление к министру по жилищным вопросам в Калининграде. Министр меня, к сожалению, не смог принять. Принимала меня, получается, замминистра. Был наш глава города Гвардейска. Вот. И как бы я в разговоре о своем личном чем-то задала вопрос касаемо дорог. Что можно сделать с дорогами касаемо во дворе? На что мне наш глава города сказал, что да, ребята подъедут, наши сотрудники посмотрят и попробуем порешать какие-то вопросы. Было сказано и забыто. То есть вот какие были дороги, такие и остались. Кому обращаться, что делать, я не знаю. То есть даже никакого простейшего ремонта, то есть какие-то, не знаю, засыпать ямки, канавки, ничего не предпринималось? Ничего не предпринималось, никаких ответов касаемо нашего двора, дороги не было. То есть, ну вот все как есть, так и есть. Обещаниями только кормят. На данный момент я сейчас одна нахожусь. С супругом мы в разводе. Супруг это который отец детей. Но у меня был еще второй супруг, который погиб в прошлом году, 21 марта. Он находился в Вагнере, погиб под Артемовском. Если вы обратили внимание, мы, ну, как говорится, в память его, в честь его, ну, как бы вот. Я бьюсь одна. Сейчас дочь у меня подросла, ей уже 18 лет исполнилось в прошлом году. Она работает, помогает. Работала, когда ей было 17 лет. Училась, работала, помогала, потому что видит, что маме тяжело. Потому что зарплаты у нас здесь, ну, будем говорить, небольшие, до 35 тысяч. Но у меня неотъемлемых платежей в месяц выходит больше 40 тысяч. Это туда входит у меня квартплата, ипотека,
ребенок старше учится платно. Плюс есть еще кредиты, да, потому что если брать зарплату, ну, бывает, где-то нужно вот перехватить денег, а где-то не получается, допустим, ну, положить, вернуть эти деньги на кредитную карту, ну, и, соответственно, она копится, как снежный ком будет. Ребенок младший спит здесь, Арианна спит здесь, я сплю здесь. Вещи висят тут же. Столов нет у меня, дети делают на кухне уроки, потому что, ну, если поставить стол, тут вообще будет развернуться негде. Столы у нас, получается, в прихожей находятся в собранном виде. То есть вот один стол, второй стол, коробки еще какие-то не разобранные с момента приезда с Дальнего Востока, потому что, ну, некуда ложить. Мы не можем, ни шкаф у нас, прихожая вся забита вещами, потому что какие-то вещи отглажены, соответственно, мы их вешаем. А вы говорите, что 3 года уже боретесь. Третий год, да. Третий год. А до этого было все нормально? Нет, я говорю, то есть нам вот, когда они замажут просто, ну, вот поверхностно, да, соответственно, щели там немножко забьют вот этими, я не знаю, чем они делают, не текет. И наступает зима, соответственно, туда попадает вода, при морозах это все расширяется. И когда начинаются ливни, у меня просто льет, из потолка льет, хотя у меня 3-й этаж в 5-этажном доме. И со стен бежит, у меня от воды, то, что протекают швы, стали образовываться дыры в стене. Арианна говорит: мам, будет очень страшно, если мы в один прекрасный день проснемся, а у нас просто угол вывалился. То есть мы останемся, семья, без квартиры. Я боюсь, что если уже начали дыры образовываться в плите, то есть, ну, где гарантия, что он не вывалится? А какого года постройки этот дом? 97-го. Такая проблема существует только в вашей квартире или, может быть, у соседей? Я поднималась, думала, нас соседи затопили. Я сначала не поняла, что могут так протекать швы, потому что у меня до этого была тоже торцевая квартира, и у нас не было такого, хотя тоже швы были худые. У нас не было такого. Я поднялась к соседям на 4-й этаж, ну, спросила, говорю: вы нас не топили? Они говорят: нет, это вот так, ну, протекают швы. У них там грибок ужасный, то есть швы протекают, но соседям почему-то не нужно ничего. То есть соседи никуда не обращаются, нет, не пишут заявления? Мы им предлагали: давайте напишем коллективное, ну вот все, да, жильцы с 1 по 5, напишем торцевые квартиры, напишем заявление, чтобы нам сделали швы. Один сосед сказал: мне не надо. С соседями снизу мы перестали общаться, потому что из-за того, что у нас протекают швы и текет с потолка, у нас проржавели стояковые трубы отопительные. И в марте месяце прошлого года я пригласила с управляющей компанией мастера, чтобы он сделал оценку состояния труб, потому что трубы находятся в коррозийном состоянии. Вот. Пришли, сказали: трубы, менять ничего не надо. И все, мы в прошлом году мы не жили здесь, потому что, ну, вот как раз началось вот это вот СВО, и мы жили в Калининграде. И ребенок у меня там, младший сын, перевели учиться, потому что если, не дай бог, мы находимся же в маленькой России, не дай бог, что случится, я работаю в Калининграде, Арианна работает в Калининграде, не дай бог, что случится, я не смогу сюда добежать до сына. И мы переехали временно на проживание к маме к моей. Мне звонит соседка со 2-го этажа и говорит: Наташа, у меня текет кипяток с потолка. Мы вызываем с Арианной такси, за 1000 рублей прилетаем сюда в 12 часу ночи, а у меня в комнате сауна, то есть прорвало стояковую трубу. Которая вот в таком состоянии? Да, которая вот в таком состоянии, как мне сказали. Акт осмотра они мне не давали где-то в течение месяца, управляющая компания. Вот. И вот после того, как прорвало трубу, у меня уже сил нету, приходя к ним, директор разговаривает через губу, ерничая. То есть я выхожу оттуда, у меня поднимается давление, меня начинает просто колотить. Ну, просто издеваются, как говорится, управляющая компания, которой мы платим деньги, чтобы они, да, содержали и помогали нам что-то. Они просто доводят вот до такого состояния. Я психанула, поехала в Калининград, в администрацию принял Алиханов. Алиханов отказался нас принимать, губернатор, перенаправив нас к министру. Министр потом сделала предписание, сделали соседу, у соседа между 4-м и 5-м этажом со шва
торчал вот такой кусок, вот просто он уже вываливался. Они сделали вот ту часть, вот эту часть они не делали, это было первый раз. Предписание у них было сделать швы до конца апреля 2022 года. То есть они сделали вот ту часть, все остальное они ничего не делали, пока я опять не начала бить, как говорится, в колокола, опять инспекцию. Инспекция начала мне давать ответы, что в марте месяце, я к ним первый раз в январе обращалась 2022 года, а потом у нас вот это вот, когда они мне не сделали швы, да, уже сроки вышли, все, я начала опять писать в инспекцию, звонить, они мне начали давать ответы, что в марте месяце вышел какой-то новый закон, и это все дело растягивается на полгода. То есть вот это вот все на полгода. Я говорю, ребят, так у меня было предписание сделать по периметру моей квартиры до конца апреля 2022 года. Я говорю, то, что они мне сделали, они сделали даже не ту критичную часть квартиры, которая у меня имеет место быть на тот момент, на данный момент. То есть они мне не сделали. И, как говорится, сквозь зубы мне управляющая компания пригнала, что-то замазала. Как говорится, поверхностно, как они мне говорят, это все дело капремонта. Я говорю, извините, наш дом стоит по капремонту на 42-44 год. То есть я как должна жить? Мы, когда, допустим, жили, да, на Дальнем Востоке, у нас это все выбивалось, у нас это все делалось. То есть это текущий ремонт. Текущий ремонт – это не замазать сверху старых, а это выбить новое, старое и сделать новое. А они просто сверху помазали, как говорится, подорожник приложили, сказали, не болей. Вы обращались в администрацию, чтобы вам тоже как семье СВО оказали помощь? Да, я обращалась в прошлом году и к министру по жилищному контролю, и к замминистру, и глава города наш был там. Сказали, да, действительно, вот Владимир Владимирович говорил, что вот будет помощь, да, мы вот поможем, чем сможем. Только отписки. Куда вы уже обращались? В администрацию города Гвардейска, да? Нет, в администрацию Гвардейска я не обращалась. После ноября месяца прошлого года, когда был глава, и когда на приеме он сказал мне, что будет, наверное, проще и быстрее обращаться к нам, нежели пока вы дождетесь приема в министерстве по жилищному контролю в Калининграде. Проще позвонить нам, и мы как бы быстрее это все решим. Я к ним обратилась, развели руками, а обратилась я к ним буквально по элементарному вопросу, когда у меня стали протекать швы вообще с ужасной силой, то есть там у меня даже на полу лужи были. Я позвонила в управляющую компанию, чтобы они мне сделали акт о затоплении. Но они сказали, мы такого не делаем, мы делаем только наряд, то, что к вам выходил мастер. Все, я обратилась в администрацию, объяснила ситуацию. Они мне сказали, что позвонят в управляющую компанию, переговорят, нам сделают. Ничего не сделали. Ребенок мой старший, Арианна, ходила к ним. Они сказали, мы этого не делаем. Второй раз, когда я уже на электронную почту им стала писать, то, что они не имеют права нам отказывать, не должны это сделать. В администрацию обращалась. Они мне сказали, пишите им в письменном виде. То есть администрация ничего не помогает. Вот эту комнату я могла отремонтировать еще в прошлом году. Но так как управляющая компания мне отказала в замене, сбросе воды, да, с системы, я хотела за свой счет поменять радиаторы, можете обратить внимание. То есть многие говорят, что если собственность, то, соответственно, радиаторы являются собственностью и человека, да? Но есть такой закон, что если на батареях имеются запорные краны, до запорных кранов это общедомовое пользование, после запорных кранов идет собственника. Но у нас нет запорных кранов. То есть вот это вот все является общедомовым. Но я не просила от управляющей компании, чтобы они за свой счет меняли мне радиаторы, которые не греют от слова совсем. То есть, вы потрогайте, они вообще холодные. Хотя стояковые трубы, погорячее, да. И, соответственно, я не могу здесь сделать ремонт. Я жила в Хабаровском крае, в городе Комсомольске-на-Амуре. И когда мы приехали сюда, я была очень удивлена, что управляющая компания и администрация не принимают никакие меры. То есть, если там я, допустим,
могла обратиться в управляющую компанию, да, со словами: ребят, если вы не сделаете, я была старшая по дому, не по дому, а по подъезду, если вы не сделаете, я буду вынуждена обратиться в администрацию. Они, по крайней мере, боялись или как-то уважали, может быть, но они делали. Здесь управляющие компании не боятся никого от слова совсем. Они не боятся ни администрацию города Гвардейска, они не боятся инспекцию, они не боятся министра по жилищному контролю, они не боятся никого, то есть они себя ведут, что они хозяева. Такое впечатление складывается, что сейчас они еще пособирают денег с жильцов, объявят себя банкротами, построят себе где-то дома хорошие и все. То есть когда пришла управляющая компания наша, мы, получается, приехали в 2021 году. В 2021 году, в декабре месяце, у нас не было управляющей компании. Она то ли разорилась, то ли самоликвидировалась, непонятно, обанкротилась. У нас вот пришла новая управляющая компания. И, получается, я когда пришла, директор была, ну, вот обычная дама. Вот. Но спустя, как говорится, 2 года дама стала очень даже дама. То есть она стала хорошо выглядеть. Она стала хорошо одета, то есть, ну, в дорогих вещах. Вот. Ну, то есть я так понимаю, что не с неба же деньги падают. Если мы им платим, а они ничего не делают, куда наши деньги уходят? Ну, видите, двери ничего не красится, все, как говорится, в ужасном состоянии. Чувствуете, да, когда заходите в подъезд, воняет подвалом? Ну, запах, да. Потому что, я говорю, управляющая компания ничего от слова совсем не делает. У меня бывший муж, отец детей, находится на СВО. И я контролирую, то есть по новостям, да, что, как, где, потому что, ну, все равно переживаю. И я смотрю, где происходят боевые действия на Украине. Подъезды лучше, чем у нас в мирном городе, в мирной стране. То есть, ну, вот такое безобразие, я так думаю, неприемлемо. Все повздувалось, и никому ничего. Я заметила, что здесь подъезд, ну, покрашен, да? Это Ну, кем? это, я так думаю, было покрашено людьми, которые продавали нам квартиру, чтобы мы сильно совсем не напугались. Это не управляющая компания Нет, делала? нет, если бы делала управляющая компания, я так думаю, они бы сделали, ну, по всему подъезду. Ну, А вообще, здесь, да. получается, вот сделали, а дальше идет, ну, все, что и было. То есть дальше все в таком же состоянии. Да, Получается, всё одна лестничная плачевно. клетка. Крыши покрашена. у нас текут до такой степени, что вот можно лицезреть 3-й этаж, а вот это вот все просто бежит по швам. Управляющая компания тоже ни крыши, ничего не делает. А во 2-м подъезде у нас находится щиток электрический, и там, говорят, тоже бежит вода. Если вода попадет на щиток, у нас отрубится энергия во всем доме. А, соответственно, если у нас отрубится электроэнергия во всем доме, это у нас в квартирах не будет горячей воды, вообще никакой воды не будет, потому что в городе Гвардейске горячей воды нету от слова совсем нигде. Я знаю, некоторые дома практикуют, что они организовывают какие-то кооперативы, выводят деньги из капремонта на спецсчет и вот делают ремонты, которые нужны. У вас не пробовали так сделать? Я пробовала, приглашала в 2022 году представителей капремонта, приглашала с нашей администрации представителей, так как у нас в доме есть муниципальные квартиры. И мы пытались решить с жильцами касаемо вывода денег с капремонта, да, на спецсчет, чтобы сделать какие-то вот, ну, ремонтные работы. У меня была первоначальная проблема, и как всегда, это швы. На что жильцы нашего дома, они запротестовали и сказали, что им первоначально нужно сделать крышу. Я им сказала, я говорю, давайте тогда составлять смету, чтобы сделать и швы, и крышу. На что они сказали, денег не хватит. Поэтому нам вот первоначально крыша. То есть меня никто не поддержал касаемо швов, а так как я одна, ну, получается, наша квартира, да, но там надо что-то 60, по-моему, или 70%, чтобы были за то, чтобы сделали швы. Так, в этом году у нас старшая по дому опять собирала собрание для вывода денег на спецсчет, чтобы сделать крышу. Я сказала, если будет в смету включены швы, то я дам свое согласие. Если нет, я против. Но и я так думаю, что если они сейчас соберут 60%,
наши деньги, то есть нашей квартиры, капремонта, пустят на крышу. Мы так и останемся со своей проблемой дальше. Элементарно даже вот мы сделали в туалете ремонт, но двери я не могу поставить, потому что мы хотим сделать, ну, чтобы двери были везде одинаковые. И вот наша самая критичная комната, про которую я плачу, говорю, вот она стала в таком состоянии. У нас есть независимая экспертиза. Ариан, принеси, пожалуйста. Там есть просто фотографии, какая комната была изначально, когда мы ее купили. То есть, когда мне по видеосвязи, когда у нас была межрегиональная сделка, мне показывали, да, я говорю, ну ничего, руки-ноги есть, делаем ремонт без проблем. Ну это же для себя же делаем, да. Но когда у меня побежали стены, я поняла, что своими руками я ничего не могу сделать. Текло, вот если вы увидите, да, вы увидите, у меня текло с потолка, у меня проржавели стояковые трубы отопления. И управляющая компания, когда я вам, помните, рассказывала, в марте месяце пришли и сказали, трубы вот они, трубы Нам пришли и сделали вот эту залипуху. У меня образовалось две дыры. Одна дыра, вторая дыра. У меня вот здесь стала разрушаться плита. То есть, ну вот эта комната, вот она. Да, я рядом. Вот у нас есть независимая экспертиза. Ну, чтобы никто не думал, вот она. Домовед-оценка, отчет, все об оценке. И вот у нас была вот такая комната. То есть здесь стоял шкаф большой, мы его убрали, вот такая была комната. Ну, и в принципе, как бы, да, то есть, косметический ремонт да, нужен, то есть но вы, не... Да, ну и смотрите, вот даже вот эту вот взять, да, фотографию. То есть вот она получается. И в какое состояние она пришла сейчас. На прошлой неделе Ариане позвонили с регионального контроля. Ариана может рассказать, как это было. Мне позвонили, говорят, здравствуйте, я уже не помню, как его зовут. Я с регионального контроля по поводу вашего обращения в приемную президента. Я говорю, да, здравствуйте. Он говорит, я могу к вам подъехать завтра. У меня это был последний день выходного. То есть, ну, я выходила на работу. Говорю, я не могу, мы можем вот 28-го. А он говорит, ну, может, кто-нибудь. Я говорю, ну, я уточню маму, может, она работает, если она там взяла подработку. То есть, я ему говорю, перезвоните минут через 10. Он мне перезвонит, я говорю, нет, мама не может, мама работает. На что он сказал, ну, тогда посмотрим, типа, маловероятно, что я к вам 28-го приеду, потому что у меня не может не быть машины. Он говорит, ну, если что, я вам позвоню заранее. В конце концов, никто не позвонил. Давайте сами ему позвоним, может быть, Давайте. нам что-то ответят. Здравствуйте. Вы позвонили в Департамент жилищного контроля и надзора Министерства регионального контроля. Информируем вас, что все разговоры записываются. Если вы знаете внутренний номер сотрудника, нажмите 1 или оставайтесь на линии. Вызываемый абонент не отвечает. Ну, как видим. Ну, давайте еще раз попробуем позвонить. Здравствуйте. Вы позвонили в Без Департамент 10:03. жилищного контроля и надзора Министерства регионального контроля. Какие лица у вас поминальные. Нет, прям хочется вальс танцевать. Лебединое озеро. В пачке. На пуантах. В пачке. Футболки Вагнер. Показывать не ходит. Вызываемый абонент не отвечает. Юля, я скажу больше. Я когда в инспекцию звонила тоже, я также не могла до них дозвониться. Я, знаете, я как-то даже звонила в приемную президента, и я быстрее дозвонилась, чем до них. Они не давали, может быть, какой-то личный номер или Нет. внутренний? Нет. То есть они звонили вот со стационарного Да. этого и все. Даже когда я сказала, давайте я вам перезвоню, он сказал, вы можете на меня не попасть, давайте лучше я вам. Через сколько? Он говорит, минут через 10. Позвонил, я не смогу. Короче, звонила мне позавчера соседка со 2-го этажа. Она мне сказала, что вот этот региональный мужик, он пришел все-таки в ту среду, причем пришел он к ней, вот, и сказал, что была встреча назначена на сегодня, ну, то есть на ту среду, да, а нас дома не оказалось. И вот он у нее смотрел трубы батареи, там смотрел. Че к чему, непонятно, с поля ветер, жопы дым. Если вы или кто-то из ваших знакомых оказался в трудной ситуации или у вас есть история, которой вы хотите поделиться, у нас есть Telegram-бот. Ссылка в описании, сканируйте QR-код, оставляйте ваши истории, контактные данные, и мы с вами обязательно свяжемся. А наша история продолжается.
Я обратилась в риэлторскую компанию «Плеяда», к риэлтору, объяснила ситуацию, что прилететь сюда и покупать здесь квартиру я не могу, потому что квартиру я брала в ипотеку, а условия ипотечные – это чтобы было постоянное место работы. То есть, уезжать сюда и покупать квартиру, это, соответственно, мне нужно уволиться. И у нас была межрегиональная сделка, я наняла риэлтора с условием того, что она будет моими глазами, моими руками. Я-то по видео могу видеть одно, а она, находясь здесь и видя воочию, видит совершенно другое. Риэлтор мне озвучила стоимость своей работы 100 тысяч. Я поняла, что, ну да, действительно, человек будет ездить с Калининграда, да, будет моими глазами, будет моими руками, то есть отработает эти деньги на совесть. Вот. Мы обратились, все, заключили договор. И получается, значит, все, у нас прошла сделка 2 декабря 2021 года. В середине декабря мы прилетели сюда, и в январе месяце, уже после новогодних праздников, я приехала посмотреть квартиру, мне должны были прийти... А нет, я обманываю, в декабре я приехала, мне нужно было прописку делать, потому что у меня же сын несовершеннолетний, и Ариана была на тот момент несовершеннолетняя. Вот. И я приехала посмотреть, какую квартиру купила. И когда я зашла и увидела, что у меня текут стены, я просто была в шоковом состоянии. Поднявшись к соседям и узнав, топят они меня или что, в чем причина, почему у меня стены мокрые, с потолка вода бежит. Вот. Мне сказали, что швы. Я обратилась в Плеяду, агентство недвижимости, вот это вот риэлторское, обратилась к своему риэлтору. Риэлтор Дарья меня заблокировала, сказала, ну, попробуйте решить вопрос через нашего юриста. Юрист меня красиво, как говорится, развернула. Но у вас же ипотека, собирайте документы, решайте вопросы, вам будет страховка. Тоже никакой помощи, ничего нету. Я хочу сказать, чтобы люди, у которых будет вот такая же, да, сделка межрегиональная, не находясь, допустим, на месте, да, а находясь в каком-то другом регионе, чтобы они не делали тех ошибок, которые сделала я. Риэлторы получили свои деньги, им не интересно, какую квартиру они продают, как люди просят их, но чтобы они, да, помогали в покупке квартиры, чтобы они были аккуратны. Потому что риэлторы, они засняли 100 тысяч, непонятно за что, и все, и, как говорится, умыли руки. А я 3-й год борюсь вот с этой ситуацией касаемо худых швов. У меня, когда прорвало вот эту вот трубу, у меня вот здесь вот была вода. То есть вы представляете, как тут било? А потом, когда пришла управляющая компания и стали смотреть, где прорвало трубу, получилось в межпанельном перекрытии сгнила труба. То есть вторая труба точно такая же. Я их приглашала, и они не меняют. Они категорически отказываются менять. Вот это вот сегодня прорвало вечером трубу, и вот это вот все, окна сними. И вот такая вот у нас вот весь угол мокрый, полы сними. Это вот все у нас протекало. Вот здесь была лужа, вот это все мокрое было. Если вот сюда засунуть палец, здесь прям, ну, мокро. Если у меня текло еще в 22 году здесь, то у меня сейчас начало течь и здесь. Вот они все потеки. А у вас окно открыто, это чтобы... Да, вот видите, у меня начинает грибок образовываться. Соответственно, у меня здесь будет жить ребенок. Ребенку 12 лет, он несовершеннолетний. То есть это же все чревато потом для легких. Конечно, это потом все перерастет, и что делать-то? То есть вот у нас часть стройматериалов тут лежит в коробке, мы потихоньку начали закупаться, но мы не можем начать делать. Вон там начала разрушаться, видите, трещина пошла. Вот здесь вот у нас трещина, видно, плиты гуляют. Все повываливалось, это все сейчас надо отбивать и все это заделывать. Отец как-то выходил детей на связь, мы же все равно переживаем, да, хоть и в разводе. Он рассказывал, что над ним дрон зависал, они его называют Баба-Ягой, который сбрасывает вот эти вот мины там, или что, да, он мог погибнуть. Его обстреливали с пулемета, 3 раза обстрела шел, он мог погибнуть. То есть он находится в таких условиях, что, ну честно, я плакала. То есть они находятся в окопах в таких, что там глина сапоги засасывает. В то время, когда отец детей отстаивает наши, как говорится, права, да, мирное небо над головой,
наша администрация вот так вот помогает детям. Я не говорю про себя, мне это не нужно. Мне жалко моих детей. У меня ребенок, младший Марк, он плачет и говорит: мам, мы так и будем жить, как бичи. То есть у меня ребенок воспринимает нашу обстановку вот этой квартиры, да. Мне уже даже кот начал ремонт помогать делать. Он говорит: мам, говорит, может, я обдеру обои, мы быстрее ремонт сделаем. Мы живем как бичи, мы живем в одной комнате. Но это же неправильно. Почему у нас администрация не предпринимает никакие меры? Почему губернатор наш, когда я обратилась, да, за помощью, где отец находится на СВО, то есть, ну, да, обратилась тоже на СВО, почему нас не приняли? Почему, когда я обратилась касаемо радиаторов к министру, они не обратили внимания, что я написала 28 сентября, и то, что отец находится, детей на СВО, то, что дети будут мерзнуть. То есть мне пришла квитанция за январь месяц почти 6 тысяч за отопление. И я напомню, что у нас нет горячей воды. А мы всю зиму грелись газом. Газом грелись, платя за отопление, которого нету. Вы не просите сделать вам ремонт в квартире, вы просите сделать наружную отделку качественную, да, чтобы у вас не лилась вода на голову, грубо говоря. Конечно, я прошу просто, чтобы сделали фасад и сделали его, не просто швы сделали, а чтобы, ну, сделали хотя бы шубу. Чтобы это потом, потому что у нас, я так понимаю, когда льет ливень, у нас приходится он именно вот в эту сторону. Мы там смотрели, у нас там не протекает. Вот. Но вот здесь у меня текет с потолка, у меня текут швы. То есть образуются лужи, текет уже здесь. Ну, я уже не знаю, что мне делать. Если я начну делать фасад, если я буду здесь делать ремонт, так мне квартира обойдется дороже, чем я ее купила. А купила я ее, ну, для ее состояния за 3 миллиона 150 тысяч, но это не маленькие деньги. Ну, для Гвардейска вообще да. А вы общались, может быть, с бывшими владельцами квартиры? В каком? Ну, я общалась. Мне было очень неприятно то, что бывшие хозяева этой квартиры, да, они знали, что едет мама, которая одна воспитывает 2 детей. Мама берет ипотеку. Они умолчали, что что у них протекают швы. Они умолчали, что квартира вот в таком, убогом состоянии. То есть им получить деньги и уйти. Это бессовестность. Я продавала квартиру, у меня тоже была, да, торцевая, я уже говорила об этом. Мы добились, что у нас металлосайдингом зашили торец дома, 2 торца дома. Так у меня люди были благодарны, я когда уезжала, они плакали. Потому что действительно многого добилась, и многого добилась для всех людей. Мы пообщались с Натальей, узнали ее историю. Все фото, видео, документальные подтверждения вы сможете найти в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании этого видео. Если вы хотите повлиять на эту историю, на ее развитие и хотите узнать продолжение, обязательно делитесь этим видео, оставляйте мнение в комментариях и будьте с нами на одной волне. С вами была Юлия Костромитина, Пашка Сибиряк и город Гвардейск. До встречи!